Всем привет, мои хорошие! Сегодня решила поделиться с вами выкраской своей новой палитры акварели, которую я сама собирала. И я, в принципе, решила все это затеять, потому что у меня есть старый набор, который уже, на самом деле, очень старый. Я хотела обновить его изначально, но потом я поняла, что не могу поднять на него руку, потому что он еще с художественной школы со мной, и он уже такой потрепанный, закрашенный, лопнувший немного. И я, честно, не знаю, откуда там появился еще один ряд красок. Не знаю откуда, но у меня там целых 3 ряда. И поэтому я поняла, что хочу собрать просто новый, с нуля, с теми красками, которые я захочу. Вся концепция именно этого набора состоит в том, что в основном я брала сложные цвета. То есть не привычные, которые к которым привыкли, в принципе, которые идут в каждом наборе, а именно что-то более сложное. Часть из этих цветов я раньше очень любила в масле, но никогда не могла подумать о том, что они есть в акварели. Например, берлинская лазурь я просто обожаю. Он дает самую красивую тень, самый красивый синий, как по мне. Такой очень сложный, не кричащий, приглушенный. В общем, я набрала много сложных цветов, которые на самом деле ты не добьешься способом смешения каких-то базовых цветов. И я взяла 2 разбеленных цвета. Вначале они были. Это петербургская охра и дюна. Просто чтобы попробовать. Честно, я до этого ни разу не пробовала, ничего не мешала с белилами, потому что я воспитывалась на классической школе, где белила в акварели это просто смерть. Сейчас я, конечно, понимаю, что здесь нет ничего плохого, но как раз-таки белила я на самом деле и забыла. Я хотела их взять, попробовать, но я их забыла, ну ничего, я их еще возьму, добавлю к этому набору, я так думаю. Но вот эти 2 цвета, я пока с ними поиграюсь, разбеленные которые. Посмотрю вообще, как это происходит, потому что, мне очень интересно, это абсолютно новая для меня текстура. И плюс, конечно, здесь очень много зеленых, потому что я, во-первых, люблю зеленый, во-вторых, я очень много чего пишу, природы. Вот я писала зеленые бутылки. В общем, в моих работах очень много всегда зеленого. И опять-таки я хотела разнообразных зеленых, которых не смешаешь, чтобы это были чистые, открытые цвета. Но с другой стороны, я брала как раз-таки сложные цвета, чтобы они не были кричащими. То есть я не люблю из стандартной палитры вот этот лимонный желтый, травянистый зеленый, который совсем такой вырвиглазный. Не знаю, мне не особо всегда нравился, поэтому я взяла много зеленых, но они все такие очень разные, очень интересные. Я буду с удовольствием ими пользоваться. Еще набрала таких красно-розовых, тоже разных, сложных. Взяла рубиновый и алый. Очень давно хотела попробовать. Это такие чистые, открытые, вкусные цвета, которые я с удовольствием попробую. И, конечно же, синих. Я что-то думала, что я взяла не так много. На самом деле очень много, хотя я ими не так часто пользуюсь. Но вот эти бирюза и берлинская лазурь, как я уже говорила. Еще несколько синих, которые мне очень понравились. Я видела в нескольких работах. Индатри, в общем, сложный синий, который на Инди называется. Я его видела в работах, мне очень понравился, поэтому я не удержалась и взяла его. И, конечно же, я взяла парочку земляных цветов, там сиена, убра. И я взяла тоже чистые, не жженые, не разбеленные, не золотистые, а чистые цвета, потому что я люблю их в чистых оттенках. И вандик коричневый я тоже его так люблю. Это такой красивый цвет, он такой глубокий. По крайней мере, в масляных красках я очень много и часто его использую. И поэтому решила взять себе для акварели. Я до сих пор не понимаю, почему я все время считала, что какие-то определенные цвета есть только в масляной живописи, в акварели нет. Но раньше почему-то я очень редко добавляла какие-то кюветики в свой основной набор и пользовалась тем, что есть. А сейчас я понимаю, что я сильно себя ограничивала. И, в принципе, вот этот набор я собирала с учетом того, что у меня есть базовый, с базовыми цветами, которые никуда не девается, он так и остается. Если мне нужны будут какие-то простые цвета, я обязательно туда обращусь. Вот эти цвета сложные. И впоследствии я хочу себе еще взять 12 цветов Ван Гога, классическую палитру, которая в
жестяной банке продается. Я видела ее выкраску. Мне, конечно, это совершенно другие цвета, совершенно другой уровень, совершенно другая насыщенность, интенсивность. Это просто другие, в общем, другое качество абсолютное. И как бы я хочу вот эту закрыть триаду вот этими Ван Гогами, но они как бы впоследствии будут куплены и дополнены. Эта палитра, мне кажется, этого будет за глаза мне на очень-очень долгие годы. В общем, все, оставляю вас наслаждаться выкраской, кому нужно, все цвета видны, я постаралась максимально все открыто показать, сделать выкраску каждого цвета, там только алый, по-моему, немножко не попал, извините, и пару цветов в расфокусе, но в целом их видно на выкраске, вы сможете понять, что это за цвета. Сильной цветокоррекции я не делала для того, чтобы не искажали цвета. Все, надеюсь, вам это поможет, может быть, подскажет какую-то идею, а рисунок, используя этот акварельный набор, будет уже в эту субботу, так что подписывайтесь, буду очень рада, так что приятного просмотра.